Здравствуйте, уважаемые коллеги. Э, Меня зовут Григорян Григорий Агаларович. Я работаю в Институте высшей нервной деятельности главным научным сотрудником. Сегодня мы поговорим о поведенческих методах при исследованиях на животных. Значит, вот в 50-60-х годах прошлого века был бум, посвященный поведенческим исследованиям, главным образом механизмам. Но этот бум уже ушел в историю. Сегодня поведенческие методы и подходы главным образом используются фармацевтическими компаниями для того, чтобы протестировать новые препараты, новые лекарственные вещества. Но это, конечно, не означает, что люди не интересуются поведением, не интересуются механизмом поведения. Но дело в том, что специализация настолько глубоко проникла в науку, что практически сейчас нет людей с такими взглядами, которые бы и на системном уровне, и на молекулярном уровне, на биохимическом уровне, как правило, имеются специалисты того или иного профиля. Вот. Но, как я сказал, бум исследования механизмов поведения, как это начиналось в начале прошлого века, начиная с американских исследователей-бихевиористов, вот Торндайк главным образом, нашего великого ученого Ивана Петровича Павлова, а потом последователи Павлова, его учеников, это Анохина, Асратяна, Беритова и многих других. Я должен сказать, что вот термин Pavlovian conditioning, пожалуй, наиболее используемый термин в научной литературе, нейронауках, но, как правило, ему в этих случаях вкладывается, как я сказал, смысл методический, нежели вот что, так сказать, лежит за этим термином, какие механизмы и так далее. Значит, как многие другие, и я представляю вот как раз ту широкую часть исследователей, которые занимались исследованием механизмов поведения, тоже долго раздумывал и экспериментально пытался проводить такие исследования, которые бы как-то бы организовали бы поведенческую систему, ну, как систему, и условный рефлекс как систему, и так, как это представлял Петр Кузьмич, как функциональную систему. Вот это функциональная система, которую я предложил много-много лет назад, в которой существуют основные категории или поведенческие компоненты, узловые компоненты поведенческого акта. Это сигнал с контекстом, это мотивация, это действие и это подкрепление с эмоциями. Но главную часть этой системы составляет память. Память включает в себя две части, состоящие из сенсорных энграмм и моторных энграмм. В совокупности они объединяются и образуют комплементарную СР-связь по типу ключ-замок. Я сейчас не буду разбирать, как работает эта система, но моя задача просто показать вам, что методы, которые существуют сегодня поведенческие на сегодняшний день, они нацелены на исследование каждого из этих узловых компонентов. Сигнала, мотивации, подкрепления, эмоций, действий и, конечно, памяти. Ну вот, для исследования памяти главным образом используются разного рода лабиринты. Наиболее часто используется лабиринт – это водный лабиринт Морриса и радиальный лабиринт, многоканальный радиальный лабиринт, или комбинация обоих лабиринтов, когда радиальный лабиринт помещает водный и исследует поведение в радиально-водном лабиринте.
Т-образные лабиринты. Лабиринты как V-образные лабиринты. Поведение типа Виншифт, Лустей, Барнесовский лабиринт и приподнятый крестообразный лабиринт, который используется, вот, в отличие от предыдущих всех лабиринтов, для исследования тревожного поведения. Вот он такой очень важный, мы остановимся на нем, очень важный подход именно для исследования поведения тревожности. Нужно сказать, что поскольку сегодня в основном используют фармацевтические компании в своих тестированиях препаратов, то, как правило, это методики, которые связаны с исследованием психопатологии всевозможных и нейродегенеративных заболеваний. Ну вот для исследования внимания используются дифференцировки разные. Вот зрительные дифференцировки по форме, по цвету, по размерам, акустические, тон, шум, ольфакторные запахи дифференцируются. Ну, есть такой подход, уникальная проба, которая non-matching to location task, которая связана с тем, чтобы в следующей пробе выбрать из двух вариантов не то место, которое было в предшествующей пробе, а вот в следующей пробе выбрать другое место. Ну, intra-extra-dimensional set shift – это переключение либо в пределах одного измерения, либо в пределах разных измерений. И также латентный, да, я забыл сказать есть Five Choice Serial Reaction Time, ну, мы называем пятиместной дифференцировкой. Тоже метод, предложенный Тревор Робинсом, он используется для исследования импульсивного поведения. А латентное торможение и prepulse, inhibition, как его перевести, импульс, который, спаренный импульс, и если перед вторым импульсом действует первый импульс, то второй импульс уменьшается по амплитуде, это вот prepulse inhibition, и эти два метода очень активно используются в моделях на животных для исследования шизофрении. Для исследования подкрепления используются скиннеровские камеры для совершенно разных режимов подкрепления. Мы о них будем говорить, но, наверное, не сегодня. Это вот режим фиксированных отношений, режим вариабельный, когда меняются интервалы, фиксированный интервал, когда интервал по времени фиксирован, и вариабельный интервал, когда сам интервал меняется. Есть еще метод дифференциальное подкрепление с низкой частотой реакции. Ну и другие методы, мы о них будем специально говорить. Вот здесь только хотелось бы подчеркнуть о методе, который используется для исследования импульсивности, методика выбора между немедленным быстрым подкреплением и задержанным большим подкреплением. Очень активно используется во многих лабораториях мира, и в том числе используется в нашей лаборатории. Ну, эмоции негативные, для их исследований используют шаттлбоксы, челночные камеры, там исследуют escape-реакции, пассивное избегание, активное избегание, реакции замирания и так далее. Вот обо всем этом подробно мы будем говорить, а сейчас мы начнем с исследований памяти, вернее так, модели, которые используются при исследовании памяти. Вот, как я уже говорил, основная модель – это водный лабиринт Морриса. Этот лабиринт используется для изучения, исследования пространственного обучения и пространственной памяти. Вот мне как раз довелось побывать... Ричард Моррис, он сам из Эдинбургского университета, сейчас он член английского королевского общества, это примерно
приравнивается к нашему званию академика. И вот мне довелось как раз побывать в те далекие годы, в 1985 году, когда он только-только вместе с коллегами из Оксфорда, там, с Ником Роллинсом и другими, он использовал этот метод для изучения гиппокамп-зависимой памяти. То есть вот рядом с ним, вы видите, сидит другой очень крупный американский и английский, у него двойное гражданство, Джон О'Кифф, который получил вот несколько лет назад Нобелевскую премию. Мне довелось с ним тоже встречаться в Лондоне очень давно, когда был такой казус, что лауреат Нобелевской премии в те годы, когда мы повстречались, он был вообще безработным и полгода сидел без работы. Ну, вот такие казусы тоже бывают. Ну, основная идея, которой воспользовался Ричард Моррис, это вот идея О'Киффа о том, что гиппокамп, он картирует пространство. И в свое время он написал вместе с Надель книгу Джон О'Кифф «Hippocampus as a Cognitive Map», гиппокамп как структура, которая строит карты пространства. Ну, в основе этой теории лежит то, что в гиппокампе есть особые клетки, place-клетки, которые активируются в тот момент, когда животное находится в каком-то определенном конкретном месте. Как оно смещается с этого места? Ну, он использовал многоканальный лабиринт, и вот в каком-то из рукавов все время, как только крыса попадала в этот рукав, начинали нейроны разряжаться гиппокампа, которыми он назвал клетками места. И позднее вот Ричард Моррис воспользовался этим и предложил вот такой метод, который называется исследование в лабиринте. Сейчас мы его рассмотрим, что это такое. Ну, во-первых, вот справа здесь показан лабиринт. Так в реальности, как он выглядит. Внизу показаны, что находится вокруг лабиринта и что находится внутри лабиринта. Ну, внутри лабиринта находится платформа, которая, как правило, она размещается, это я потом расскажу, в одном из квадрантов. Главное здесь в другом, что платформа может быть скрытой и может быть видимой. Вот если она видима или на нее помещается какой-то специальный стимул-объект, ну, я не знаю, флажок, там, куб или еще что-то, так что он видим внутри, и в этом случае животное, там, это крыса или мышь, очень легко ориентируется, быстро находит платформу, взбирается на нее, и этот тип памяти, когда животное ориентируется по конкретному сигналу, называется сигнальная память или Q-memory. И, как правило, в этих случаях животные используют внутри лабиринтные стимулы. Это так называемая эгоцентрическая навигация. Вот видимая часть платформы и плюс что-то еще на платформе являются стимулами, которые притягивают животное и позволяют ему быстро найти платформу. Ее называют safe, и безопасная платформа, потому что она как бы спасает животное, взбирается на платформу и таким образом, значит, заканчивается проба. Вот в отличие от сигнальной памяти, вот как раз память, которую исследовал в водном лабиринте Ричард Моррис, это пространственная, эта память зависит от гиппокампа. И она в этих случаях животные используют не близкие стимулы, внутрилабиринтные, а внешние стимулы, внелабиринтные стимулы. И вот ряд стимулов, которые находятся вне лабиринта, это может быть что угодно. Это могут быть различные там треугольники, квадраты, какие-то картинки и так далее. И животные используют эти внешние стимулы для того, эти стимулы служат как реперные точки, и животное, фиксирует платформу относительно этих стимулов.
И так постепенно оно обучается находить платформу вот таким образом. И этот тип навигации является аллостерической навигацией и зависящей от внешних стимулов. И эти внешние стимулы помогают животному локализовать, фиксировать платформу ну, в памяти своей, и после нескольких проб обучается находить. Вот это два основных типа памяти: сигнальная память и пространственная память. Ну и существует и еще два типа памяти, которые можно изучать в этом лабиринте. Это как reference memory или долгосрочная память, и краткосрочная или оперативная память. Разница в том, что reference – это уже стабильная память, которая консолидировалась, и ее исследуют через 24 часа после обучения. В принципе, даже по ходу обучения видно, что как происходит уменьшение там показателей поведения там, латентного периода, дистанции и так далее. Видно, как происходит уменьшение этих показателей, улучшение этих показателей, и уже по самой форме кривой можно сказать о том, идет обучение или не идет обучение. Но специально ее проверяют в особой пробе, она называется, так и называется probe trial, когда удаляется платформа. Но мы об этом чуть-чуть позже поговорим. А вот как теперь выглядит схематически водный лабиринт. Если взять... Если взять двумя перекрещивающимися линиями, вот провести две линии, перекрещивающиеся в центре, то можно лабиринт разделить условно на 4 квадранта. Вот первый, второй, третий, четвертый квадранта. Если провести еще 2 круга, значит, начиная от центра, их называют аннулюс, то еще получается внутренний кружок, вот этот средний кружок зеленым цветом обозначен, и наружный кружок. Это наружный, как круг, в котором плавают, собственно, крысы. Вот в одном из квадрантов устанавливается платформа, в среднем аннулюсе, и прямо посредине, значит, она устанавливается, платформа. Платформа примерно на 1,5-2 сантиметра ниже поверхности воды. А стартовые позиции условно, вот здесь 4 стартовых позиции получается, из которых крысу или мышь погружают в бассейн. Они обозначены вот такими латинскими буквами NSWE, это North, South, West, East, и, соответственно, при постановке опытов животные погружаются с одной из этих позиций. Ну вот стимулы разные здесь, вот разных форм могут быть в виде звездочки, там, в виде какой-то картинки и так далее. Ну и экспериментатор, который, как правило, он может находиться в той же комнате, он может находиться в другой комнате, но по-любому его физическая роль здесь, тут ничего не сделаешь, ему приходится все равно опускать животное и забирать животное после окончания пробы. Значит, давайте рассмотрим, что важно, что не важно для осуществления поведения в водном бассейне. Вот оригинальный моррисовский лабиринт был, вот я его как раз и видел, этот небольшой, 130 сантиметров в диаметре, это для крыс. Он в основном работал на крысах тогда. А позднее он заменил его, и уже, так сказать, размеры были больше. Вот здесь показано, 214 сантиметров был диаметр лабиринта, позднего лабиринта Морриса. Кстати, я забыл сказать, работал тогда его ученик, он был PhD-студентом, Иэн Рид, который сейчас заведует кафедрой психиатрии. Он вначале работал в Эдинбургском университете, сейчас он работает, если память мне не изменяет, в
Ну, в Шотландии, я сейчас точно не могу сказать, но это не важно. Но вот это один из тех людей, который начинал вместе с Ричардом Моррисом и выполнял PhD тогда вот в Уоттон Мейси. Ну, что касается сейчас, вот, как правило, для крыс используется вот диаметр 200 сантиметров, это оптимальный размер, а для мышей 120 сантиметров. Обычно где-то размеры бассейна в высоту 50-60 сантиметров, и он наполняется водой наполовину до 30 сантиметров. Платформа тоже имеет очень важное значение, ее размер. Значит, оптимальный размер 10-12 сантиметров. И понятно, что соотношение диаметра платформы и диаметра бассейна очень имеет важное значение. Чем больше бассейн и чем меньше диаметр платформы, тем труднее животному найти платформу. Ну и наоборот. Есть специальные отношения, даже вот здесь показано, если при диаметре 210 сантиметров в диаметре бассейна и платформы 10 квадратных сантиметров, то поисковая зона составляет вот такое отношение 346 к 1. А если 122 сантиметра диаметр бассейна и 10 сантиметров платформа, то это отношение сразу уменьшается на 117 к 1. Вот. Эти отношения, соответственно, для крыс и мышей, уменьшение платформы до, меньше, до 5 сантиметров, увеличивает это отношение до, вот смотрите, какое значение, 1385 к 1 в большом бассейне, 468 к 1 в малом. Понятно, это имеет очень большое значение для выполнения поиска, нахождения платформы. Дальше. Ну, вот я уже частично говорил о том, что конфигурация комнаты, в которой проводятся эксперименты. Очень важно, это то, о чем я говорил, это зрительные какие-то стимулы на стенах, окружающих бассейн. Это критично. И поскольку ориентация животного и навигация его, она аллостерическая, она именно по этим внешним стимулам, она внелабиринтная, и используются эти внешние стимулы как реперные точки для фиксации местоположения платформы. Ну, что особенно важно, что раз начав эксперимент при определенном расположении этих стимулов на стенах окружающих лабиринт, важно их не перемещать, не передвигать, чтобы животному не было, не вводить его в конфузию и, так сказать, это очень важный момент. Ну, количество стимулов, одни говорят, имеет значение, там много их, мало, другие говорят, не имеет значения. Ну, в принципе, нужно пользоваться, наверное, каким-то средним количеством, средним набором таких стимулов. Освещение комнаты, значит, должен быть такой тусклый свет. Температура воды 22-24 градуса оптимально. Хотя должен сказать, что вот я работал в свое время за границей, и мы просто подмешивали молоко и таким образом как бы затемняли воду, и практически видеть платформу было невозможно. Но, тем не менее, крысы, как правило, да и мыши, они не смотрят никогда вниз. Они, как правило, их глазные яблоки приподняты, они смотрят, как правило, наверх, на окружающее их пространство. Ну, правда, бывают некоторые такие способные которые ныряльщики, которые ныряют так и под водой, как бы даже проплывают какое-то расстояние. Ну вот температура тоже имеет значение, поскольку если в холодной воде, то крысы стрессируются, у них резко усиливается скорость, они быстро начинают перемещаться, и там уже трудно понять, где когнитивный компонент, где двигательный компонент. То есть это тоже очень важно, на это тоже нужно. Ну, это такой пример, значит, не самый, может быть, удачный, поскольку здесь вот этот водный лабиринт, он для мышей, он прямо установлен на полу.
Желательно, конечно, это просто для экспериментатора легче, если он на какой-то серьезной подставке, потому что приходится работать на очень большом количестве животных, бывает 60, 80, 100. И вот представьте себе, а если еще несколько проб, то это очень физически тяжелая работа для экспериментатора. Может быть, в намного большей степени, чем для самих животных. Ну и вот какие всего несколько таких вот стимулов на картинка здесь какая-то, здесь вот черточки и так далее. Но это пример использования значит, внешних делабиринтных стимулов, дистальных, дальних стимулов. Ну, давайте посмотрим, какова процедура пространственного обучения. Reference memory, я уже говорил, значит, reference memory – это долгосрочная память, и краткосрочная evoking memory – это два совершенно разных протокола, и мы их разберем сейчас. Дело в том, что вот сегодня это настолько нестандартизированная процедура обучения в водном лабиринте, что практически вот в каждой лаборатории по-своему все это делают, а именно выбирают количество проб за день, интервалы между пробами, используют, ну, короче говоря, очень-очень много привносят, как говорится, своего, и нет каких-то таких вот инструкций, каких-то протокольных, хотя они существуют, и все-таки, конечно, хорошо было бы придерживаться, но все-таки в зависимости от того, какие цели, какие задачи стоят перед экспериментаторами, они отходят от этого и используют там, как я уже сказал, разное количество проб, разное количество дней, интервалы и все прочее. Обычно ставят, значит, как животное помещают с какой-то стартовой позиции, как я говорил, мордочкой в сторону стенки бассейна. Вот, ну, животное необходимо очень аккуратно опускать в воду, не бросать. В этот момент при опускании в воду включается таймер компьютера, и, значит, начинается проба. Вот. Таймер останавливается, когда животное достигает платформы. Ну, как правило, оно иногда бывает, оно и проходит мимо или там касается ее, проплывает мимо. Но, как правило, в большинстве случаев, если животное уже касается платформы, оно взбирается на нее, и проба считается законченной. Вот для изучения долгосрочной памяти идеально является использование одной пробы в день. Почему? Потому что животному дается время 24 часа для консолидации процесса консолидации памяти, и потом, значит, повторяется и так далее. Но для того, чтобы ускорить опыт, облегчить жизнь экспериментатору, используют две пробы. Вот я говорил, некоторые 4, некоторые 6, но это уже, как говорится, перебор. Две пробы используются с интервалом между пробами в 10 минут. Это, конечно, получается смешанный вариант. Мы имеем как бы и долгосрочную, и краткосрочную одновременно память. Ну, как я сказал, это делают для того, чтобы просто ускорить весь процесс обучения. Ну, обучение проходит 9-12 дней. Обычно 18-24 пробы, они достаточны для того, чтобы животное с момента нахождения платформы обучалось так быстро ее находить, скажем, уже на 10, 11, 12 день, что для этого требуется 10, 15 секунд, иногда и меньше, и 5 секунд. Как только их помещаешь, причем стартовую позицию, как я говорил, мы меняем. Как помещаешь в бассейн, она тут же, значит, крыса или мышь плывет непосредственно, уходит совсем мало времени. Вот. Ну, в перерывах между пробами есть специальные клеточки, не клеточки, а камеры, в которых держат животных, пока не наступает ее очередь до второй пробы. Вот самое важное, здесь нужно помнить, что
позиция платформы при обучении и тестировании долгосрочной памяти всегда постоянна. Вот 9-10 дней, а платформа находится все время на одном и том же месте. Поэтому постепенно животные обучаются находить эту платформу, фиксируют ее положение и все быстрее и быстрее это делают. Ну, какие показатели используются для оценки? Ну, самый основной – это латентный период или время нахождения вот этой платформы безопасной. Расстояние, которое проплывает животное от момента погружения до восхождения на платформу, время, которое проводят в квадранте платформы и других квадрантах. Понятно, если животное проводит больше времени в квадранте платформы, то оно целенаправленно уже ищет в этом месте где, платформу. Ну и время, которое животное проводит во внутреннем, среднем и наружном анулюсе. Важное значение имеет heading angle. Это угол, по которому животное направляется к платформе. Вот, ну, можно плыть прямо, так сказать, с момента погружения до платформы, таким подострым прямым углом. Но можно плыть и совсем по-другому, минуя разные квадранты, плывя вокруг, значит, по краям окружности, что, в общем, часто и делают некоторые животные. Особенно это вот присущая такая эгоцентрическая, и это называют, по-моему, не по-моему, а это называется тигмотаксис, когда животное проводит в основном такие круговые движения у периферии бассейна, и почему-то вот самки по сравнению с самцами они больше придерживаются такой вот эгоцентрической навигации, а самцы придерживаются аллостерической. Это известный факт, это очень большое подтверждение этому. Ну, почему там так, сейчас я не могу это сказать. Примеры. Вот как вы, это вот одни из кривых обучения в моих опытах, очень давних, с повреждением холинергической системы, повреждалась нуклеус базалис и медиальная перегородка, то есть основные ядра восходящей холинергической системы. И вот обратите внимание, латентный период контрольных животных. Животные показывают нормальную кривую обучения, хотя это не очень молодые животные, где-то возраст их уже был где-то 6 месяцев, поэтому вот посмотрите, в конце обучения на 10-й день латентный период равен где-то 20 секундах. Молодые крысы делают это быстрее за 5-10 секунд, контрольные молодые. А вот пример животного с повреждением холинергической системы. Обучение очень, ну вообще, если его можно назвать обучением, здесь как они начинали в 60-55 секунд, так они практически его заканчивают, плоская, кривая, и обучения никакого нет. В середине это мы, так сказать, использовали специальные клетки, стволовые клетки, которые как-то, ну, здесь как бы занимают эти кривые промежуточные положения между контролем и экспериментальной группой. Вот другие показатели, дистанция, скажем, то же самое, примерно хорошее, более-менее хорошее обучение у контрольных и время в квадранте платформы, ну, примерно так же все. А вот то, что я говорил, специальная проба на обучение без платформы, ну, как она проводится? Ее, значит, проводят после окончания обучения, там после 10-го дня платформа вынимается из бассейна, и животному предоставляется 1 минута 60 секунд проба для оценки поведения, ну, во-первых, времени
пребывания в этом квадранте, в зоне платформы и количество пересечений в области платформы. Вот пример здесь этот я хочу показать. Вот контроль. 60% времени контрольные животные проводят в области платформы, тогда как с повреждением вот 25% это область шанса. Шанс 25% в каждом квадранте, это будет 100. Вот это как раз уровень шанса. То есть здесь никакого обучения не произошло. Но это другие показатели. Время, те же опыты, но время, проведенное в периметре, то есть в крайнем около стеночном аннулюсе здесь heading angle и скорость. Вот скорость тоже имеет очень важное значение. Может быть так, что скорость разная, и благодаря разнице в скорости, а не в латентности или там других показателях, происходит как бы разница в данных. В данном случае эта разница обусловливает не когнитивную какую-то разницу, а просто двигательную разницу. И это поэтому, этот показатель поэтому очень-очень важен. Ну, это проба без платформы, я практически рассказал про нее. Единственное, вот иногда ее делят на две части по 30 секунд, потому что первые 30 секунд более показательны, поскольку животное еще не знает, что нет платформы, оно активно ищет в этом квадранте, ну а потом постепенно начинает уходить, искать других квадрантов. Поэтому первые 30 секунд, они более важные. Ну, до сих пор я говорил о референтной, reference memory или долгосрочной памяти. Ну вот, как, я думаю, вы все запомнили, главное там, что положение платформы всегда постоянное во все дни тестирования, 10 дней тестирования, проба продолжается 60 секунд, и желательно одну пробу в день давать, ну, 2 пробы даем, получаем. Это вот, так сказать, оценка или исследование долгосрочной памяти. А сейчас вот перейдем к рассмотрению, как тестировать, какова процедура пространственной памяти, но рабочей. В этой процедуре платформа каждый день, ну, 4-5 дней, как правило, проводит тестирование рабочее, каждый день платформа находится на новом месте в бассейне. В день дают 4 пробы. Вот в каждой пробе, вернее, первая проба, она образцовая проба. Животное не знает, где находится платформа. Поэтому это как бы sample проба. Во время этой пробы животное должно найти положение платформы. Вот очень наиболее важная здесь вторая проба. Ну и последующие пробы. Для того, чтобы это так называемый matching trial. И что очень важно, это вот разница во времени или в других показателях, дистанции и так далее, нахождения платформы. Интервал между пробами очень-очень короткий, 30 секунд. Фактически идет одна проба за другой. Но 30 секунд – это очень малый интервал, потому что мы исследуем в данном случае рабочую память. И животное должно удерживать в памяти местонахождение платформы в первой пробе и во второй пробе, ну, как бы, и эту память сохранить и вести во второй пробе, и таким образом за счет уменьшения показателей мы можем сказать, да, вот за счет дельты между первой и второй, за счет этой дельты мы можем сказать, насколько, чем больше дельта, тем лучше рабочая память. Чем меньше дельта, тем, значит, хуже рабочая память. Ну, то же самое в третьей и четвертой пробе. И дельта между второй и третьей, дельта между третьей и четвертой. И мы таким образом за 4 пробы смотрим на крутизну обучения нахождения этой платформы и по крутизне. Дело в том, что вот очень важно обратить внимание на эту дельту, потому что
Если у нас и дельта, и еще эффект, тут обязательно нужен диспертионный анализ, никуда не денешься, АНОВА, и исследовать нужно обязательно фактор пробы. И фактор дней, конечно, взаимодействия, но фактор пробы. Если фактор пробы оказывается позитивным, достоверным, то, а это чаще всего бывает в том случае, если, скажем, две кривые из 4 проб, они как-то, ну вот пример, я легче сказать на примере, если они пересекаются, то это 100%, значит, уже какой-то достоверный эффект мы имеем. Ну вот пример 4 пробы по латентному периоду. Те же животные, значит, контрольные так более-менее хорошо это делают. Вот видно, что во второй пробе дельта, ну, определенное существует, здесь где-то 25-40 секунд, там еще больше, еще больше. А вот животное с повреждениями холинергической системы совершенно не понимает, у него совершенно нет никакой памяти, что первая, что вторая, что третья, что четвертая. И дело в том, что и находят животное с очень, ну, то есть в самом конце обучения, где-то 50 секунд, часто очень не находят. Вот это тоже примерно такая же картина по дистанции, и скорости здесь примерно одинаковой, разницы нет. Ну вот, это все, о чем я говорил, это говорилось о водном лабиринте. Теперь перейдем к радиальному лабиринту. Ну, они очень как бы равнозначные и очень часто в разных лабораториях используют и тот, и другой подход. Ну, единственное, использование радиального лабиринта, оно не сложнее, но оно занимает больше времени для обучения. Здесь требуется больше времени для обучения. И этот лабиринт был Олтоном впервые предложен. Вот я помню, он Буриш тоже использовал вот из Чехословакии такой лабиринт. И вот здесь вы видите 8 рукавов с центральной платформы. Вот так примерно выглядит восьмиканальный, радиальный, то есть как лучи отходят каналы или рукава этого лабиринта с кормушками. Ну, как правило, эти кормушки, они в дистальных частях. Ну вот, смотрите, 4 пробы, как всегда, подкрепляются. Вот здесь желтым раз, два, три, четыре. 4 пробы всегда подкрепляются. 4 не пробы, я прошу прощения, оговорился. 4 рукава всегда подкрепляются. 4 других рукава никогда не подкрепляются. Для разных крыс это могут быть разные рукава. Но опыт начавшись, уже все эти рукава и положение подкрепления в этих рукавах, оно не меняется. И максимум прилегать друг к другу с подкреплениями могут только 2 рукава. Ну, здесь также сигнальной и пространственной память исследуется. Также используется Q-task. Q-task – это использование внутри лабиринтных стимулов. Это то же самое эгоцентрическое обучение и эгоцентрическая навигация у мышей. Но, или крыс, или мышей. Но чтобы проще было ориентироваться, в каждый из подкрепляющих рукавов вставляют специальные вставки, которые, они могут быть совершенно разные. Это маленькие ковровые дорожки, металлическая сетка и так далее. Вот эти вставки специальные, они служат как бы сигналом и основным условием для навигации и нахождения подкрепления в этих рукавах. Положение этих сигнальных вставок, оно может меняться. И вот в этом суть и заключается. Их можно помещать в другие рукава, соответственно, в эти же рукава уже помещается подкрепление. Но самое главное, чтобы животное ориентировалось именно по этим вставкам. А вокруг, как правило, никаких стимулов в этот момент нет, наружных, на стенах и так далее. Ну, или должно быть, они есть, но количество их должно быть минимальным, и какие-то специальные стимулы использовать не должны.
А вот playstyle, task или задача по месту, тут ориентация исключительно по внешним, внелабиринтным стимулам. Ну, это, значит, опять так же, как и в случае с водным лабиринтом, это всякие знаки, картинки, постеры на стенах, на панелях и так далее. Вот. И те же самые крысы получают подкрепление в тех же самых этих рукавах. Ну, иногда бывают двухэтажные такие радиальные лабиринты. Вот я пользовался таким лабиринтом в Англии, двухэтажные. Впервые такой двухэтажный лабиринт предложил Лин Джерард, он из Лексингтона, из Соединенных Штатов, он долгое время работал в Европе. Ну, он был первый, который предложил вот нижняя часть лабиринта. Первый лабиринт является ну, для исследования сигнальной памяти, а верхняя часть лабиринта для исследования пространственной памяти. Здесь также имеют значение временные интервалы. Исследования долгосрочной памяти оценивается через 20 часов после оригинального обучения в специальной пробе на сохранность навыка. И рабочая память оценивается в первые несколько минут или секунд во время обучения. Ну, гибридная память существует, смешанная, это я вам уже говорил, вот и в случае водного лабиринта, там, когда используются две пробы, то получается как бы гибридная память. Она включает оба типа, и долгосрочный, и краткосрочный. Ну, вот это примеры восьмиканальных лабиринтов, вот какие они могут быть. Это могут быть самые разнообразные, как вы видите, и закрытые, и открытые, и с стенкой с такой, с односторонней, и вообще открытые. Вот. Ну, это все имеет свое значение и влияние на эмоциональное состояние, потому что вот в открытых рукавах больше, они более тревожные, меньше, ну, требуют немножко большего привыкания к условиям, поэтому используют иногда специальные несколько дней для привыкания. Сейчас расскажу об этом, как это делается. Вот, ну, а какие бывают лабиринты, я уже сказал. Вот в университете Лондона, например, длина рукава 62 сантиметра, ширина 10 сантиметров, центральная платформа 62 сантиметра. Вот, как я уже сказал, есть двухэтажные лабиринты. Вот, 62 сантиметра первый этаж, 112 сантиметров от пола второй этаж. Вот в университете Цюриха, там тоже мне пришлось немножко поработать, там немножко другой лабиринт. Там длина каждого рукава 90 сантиметров, ширина 10, а диаметр центральной платформы 100. Это тоже все влияет, конечно, на обучение, на продолжительность его, на ход и так далее. Вот. Но, как правило, во многих случаях вот такие оптимальные от 60 до 120 сантиметров высота, длина рукавов от 60 до 100 сантиметров и ширина рукава 10 сантиметров. У мышей это примерно 75% от этих величин. Вот Джерард, я говорил вам, он первый начал, он предложил такой двухэтажный лабиринт, очень много опубликовал работ с селективными повреждениями и гиппокампа, и поведением вот, в радиальном лабиринте. Ну, процедура. Вначале нужно, поскольку этот метод основан на пищевом подкреплении, нужно вначале как бы такой создать режим депривации, чтобы вес животного составлял примерно 85% от его исходного веса до начала обучения. Очень важно это хендлинг, приручение животных и привыкание к мейзу. Поскольку бывают такие крысы, мыши, которые, если они стрессированы, то это бесполезно, безнадежно с ними работать, они просто не будут ходить, не будут искать, и страх очень сильное значение имеет. Вот, ну вот, животные не должны иметь страх, должны быть хорошо приручены для того, чтобы искать свободно. Ну, как делают? Вначале, в первый день животных помещают на центральную платформу,
И все пилетки или вот эти пищевые таблетки, они рассеяны по всему лабиринту. Иногда помещают 2-3 животных, ну, как бы для того, чтобы они лучше себя чувствовали, менее были тревожны и, так сказать, лучше бы искали. Во второй день пилетки эти уже только в рукавах лабиринта э, э, рассеиваются, а на третий день пилетки только находятся в кормушках. Вот. И вот на всю эту процедуру предварительного обучения где-то уходит около 1 месяца. Извините, 1 недели. А затем начинается вот оригинальное обучение. Подкрепление пилетки размещают в 4 рукавах лабиринта. Ну, например, для вот одной крысы 1, 3, 6, 8, вот для этой крысы это подкрепляющее рукаво, а 2, 4, 5, 7 являются неподкрепляющими рукавами для этой крысы. Для других это могут быть другие рукава. Вот, крыса помещается на центральную платформу и начинает исследовать лабиринт, находит пилетку, съедает ее. Затем крысу убирают из лабиринта. На следующий день, через 24 часа, эту процедуру просто повторяют. И, как я сказал, в случае 2 проб в день, ну, в данном случае 1 час используют. Или как в пределах 1 часа, не больше 1 часа, используют тогда 2 пробу. Ну, так, вот так. Значит, сколько? Обычно 50 проб уходит, от 30 до 50 проб, чтобы выработать более или менее хорошее обучение. У крыс находить без ошибок, ну, так не бывает без ошибок, но с минимальным количеством ошибок находить подкрепляющие рукава и съедать пищу. Критерий выработки навыка 85% правильных реакций. Максимум время одной пробы составляет 5 минут. Теперь какие ошибки используются? Не используются, оцениваются. Ошибки долгосрочной памяти или референтные ошибки. Это число входов, не подкрепляемые рукава лабиринта. Ошибки краткосрочной памяти – это количество повторных входов в подкрепляемый рукав. Вот крыса была уже, съела свою пилетку, но тут же обратно вошла через некоторое время. Это ошибка краткосрочная. Она не запомнила, что она была уже в этом рукаве, и она съела уже подкрепление. А долгосрочная, почему через 24 часа? Она должна запоминать, какие подкрепляемые, какие неподкрепляемые. Поэтому, как только заходят неподкрепляемые рукава, значит, она плохо помнит. Это ошибка долгосрочной памяти. А повторные входы в неподкрепляемые рукава – это как бы ошибка такой смешанной памяти. Вроде бы неподкрепляемые рукава, они всегда неподкрепляемые рукава. Это ошибка долгосрочной памяти, но она, животное, было там, несколько там, и обратно туда входит. Это получается смешанная ошибка долгосрочной и краткосрочной памяти. И также оценивают общее время для получения подкрепления в одной пробе и латентный период, начала поиска пилеток в лабиринте. Примеры. Это пример обратного обучения. То есть что делают? Довольно часто делают и так называемое реверсивное обучение. Те рукава, которые были подкрепляемыми, они становятся неподкрепляемыми и наоборот. Ну, гиппокамп, кстати, гиппокампально зависимая память, она очень чувствительна вот к этому реверсивному обучению. Но, тем не менее, все это добиваются и требуется вторично не так уж много времени. Все-таки животные обучаются этому навыку, и эти, значит, реверсивное обучение особенно важно при тестировании определенных веществ и участия вот как раз гиппокамп, ну, как и оригинальное обучение, так и реверсивное обучение. Таким образом, вот мы рассмотрели Сколько времени вообще я могу говорить? Потому что я где-то еще очень далеко до окончания.
Да, 12, да, заканчивается? Хорошо. Хорошо, я побыстрее постараюсь. Я так уже быстро говорю. Хорошо. Так, значит, мы рассмотрели два основных лабиринта, с помощью которого исследуют гиппокамп зависимую память и, соответственно, препараты, которые влияют на эту память. Ну, я сейчас, у меня нет времени просто говорить о том, какие препараты, как. Ну, во всяком случае, вот смысл использования этих лабиринтов, к сожалению, в последнее время является в основном интересом фармацевтических компаний. Ну, из других лабиринтов, вот Т-образный лабиринт, вот как он выглядит. Вот здесь видны нативные, вот вид сверху, как выглядит Т-образный. Очень просто, есть стартовая зона и два рукава справа и слева. Здесь дверцы, которые там в соответствующее время они поднимаются, и животное проходит либо вправо или влево. Здесь с помощью этого Т-образного лабиринта как будто очень простой аппарат по виду, а на самом деле очень много всяких выполняют, решают всякие задачи, ставят и решают многие задачи с его помощью. Ну, значит, во-первых, вот некоторые животные предпочитают ту или иную сторону, тут ничего не сделаешь, поэтому преференцию определяют, какую сторону, это начинают с этого, а дальше есть такой метод, он называется спонтанная альтернация, spontaneous alternation. Это альтернация, чередование выбора стороны мейза без всякого подкрепления, ничего не дается, ни пищи, никакое подкрепление. Но тем не менее, вот крысы, они обладают такой способностью, они идут то вначале в одну, потом в другую, в одну, потом в другую. То есть они чередуют выбор того или иного рукава. Бывает чередование в зависимости от того, где подкрепление, вот если это получение подкрепления. В этом случае в одном рукаве, после получения подкрепления в одном рукаве, животные должны выбрать другой рукав в следующей пробе. Это альтернация в зависимости от места подкрепления. Ну а само обучение выбора одного из мест лабиринта, когда подкрепление все время предъявляется на одном и том же месте. Вначале смотрят при предпочтении, в предпочтении, какой рукав выбрало животное, а затем берут противоположный рукав, делают его подкрепляющим и, в принципе, начинают обучение. Например, ну, не например, а это очевидно, так продолжает обучение до полной выработки, когда животное уже не ошибается, а предпочитает именно тот рукав, где находится подкрепление, и, как правило, делают они это очень быстро. И есть еще одна методика, которую применяют вот с использованием этого простого Т-образного лабиринта. Это методика выбора одной из стороны лабиринта на основе силы, качества или вероятности подкрепления. Например, если животное выбирает одну сторону лабиринта, она получает одну пилетку, а если выбирает другую сторону, получает 4 пилетки. И также это может быть с разными вкусовыми качествами подкрепления, поэтому животное выбирает либо одно, либо другое. И, наконец, с вероятностью 50 или 100%. Вот эту методику очень часто использует американский исследователь итальянского происхождения, Соломоне из Соединенных Штатов. Он, по-моему, где-то работает в штате Нью-Йорк, что ли. Нет, не в штате Нью-Йорк, Коннектикуте. Очень много его работ вот как раз именно с этим лабиринтом связаны. Но опять то же самое, все то же самое. Q-Memory Task – это сигнальная память. В этом случае животные ориентируются внутри лабиринтными стимулами, например, цветом стенок
или пола лабиринта, или специальными текстурами, вставками на пол, или каким-то мелькающим светом в подкрепляющих рукавах и так далее. А пространственная place memory task, пространственная задача на пространственную память или ориентация по месту. Здесь тут очень важно поворот налево всегда подкрепляется, например, поворот направо не подкрепляется. Это простая форма пространственного обучения. Но опять-таки reference memory task. Здесь время, не время, а оценка проводится по тесту на сохранность retention task, а working memory task – это тестирование, очень быстрое тестирование, повторное в течение нескольких минут до 1 часа. Как делают spontaneous alternation, как проводят эту методику. Значит, очень активно ее в свое время проповедовал Ник Роулинс, профессор Оксфордского университета. Я очень хорошо с ним знаком. Он ученик профессора Джеффри Грея. И он вообще полагал, что вообще этот spontaneous alternation T-maze даже лучше, более эффективно, чем даже water maze. Это спорно, конечно, но так вот он считал, ему этот нравился подход. И, как правило, спонтанная альтернация проявляется в 70% случаев. Иногда даже может достигать 85-90% случаев. Даже слепые животные способны проводить эту спонтанную альтернацию, которую приписывают вовлечению вестибулярного аппарата. Преимущество этой модели в высокой чувствительности к когнитивным расстройствам и вовлечению механизмов рабочей памяти. И не требуется режим депривации. Здесь примеры. Здесь примеры, как у контрольных и трансгенных животных, спонтанная альтернация у контрольных здесь 75%, у трансгенных она меньше 50%. Опять это пример другой пробы с образцом. Вначале, дается проба или образцовая проба нахождения подкрепления в правом рукаве лабиринта, а затем во второй пробе, в выборе правильным будет выбор левой стороны. Это mismatch location of reinforcement. Эта проба так примерно называется. Протокол place в T-maze. Давайте мы быстренько пройдемся, на этом не будем останавливаться. Все эти протоколы, они есть опубликованы, и, можно легко найти информацию, и, мы пройдем дальше. А на этом остановимся чуть-чуть побольше. Это лабиринт Барнеса. Был предложен Кэролом Барнес в 1979 году для изучения опять пространственной памяти у крыс. Лабиринт представляет собой такую круглую платформу с 18 отверстиями на периферии. Вот вы их видите. И вначале этот лабиринт, хотя и был для крыс предназначен, но его используют сейчас очень широко и на мышах. Этот мейз, как и восьмиканальный радиальный, как и водный бассейн, они эффективны, этот конкретно мейз, как и те, эффективны для изучения пространственной памяти. Особенно при повреждениях гиппокампа проявляется очень существенный, серьезный дефицит пространственной памяти, которые выявляются с помощью этого мейза за счет очень плохой ориентации в нем и очень плохого нахождения. Я забыл сказать, что таргет, одно из отверстий, там имеется небольшой ящик такой, это такая целевая зона, и когда мышь или крыса находят его, они туда, спускаются, и все, проба на этом закрывается. Что здесь отличает от... Ориентация опять обеспечивается как внутри, так и вне
силами, то есть Q и place task, но в водном лабиринте негативная мотивация, она основана на поиске платформы избегания воды, а здесь очень слабая негативная мотивация. А в этом отличие от лабиринта водного и в отличие от радиального лабиринта, здесь нет необходимости включать режим депривации. Вот. Негативная мотивация, она здесь есть, но она запускает поведение избегания в открытом пространстве, ее усиливают еще дополнительно. Вот само открытое пространство уже негативное, как бы негативный фактор, но его усиливают еще всякими шумами, вспышками света, воздушными всякими потоками. И таким образом как бы стимулируют быстрее искать, исследовать эти вот отверстия и искать целевое отверстие с маленьким боксиком. Вот его escape боксик, вот его размеры 28-22 на 11 сантиметр. Под этим отверстием вот такой небольшой боксик, где скрывается мышь или крыса. Ну, здесь тоже своя определенная процедура обучения. В центре платформы помещают животное и позволяет ему свободно перемещаться и искать целевой боксик. Обычно животное останавливается некоторое время в центре, ну, понятно, из-за реакции страха. Вот, но постепенно это проходит, они начинают исследовать, находят escape-зону и, в течение животное находится примерно 2 минуты после того, как оно находит эту escape-зону, 2 минуты находится в этом ящике. А основное обучение в этот момент животное находится в стартовой зоне в течение 10 секунд, затем камера приподнимается, включается звук, животному разрешается исследование в течение 3 минут. Вот. И ошибки. Какие ошибки? Первичные и общее число ошибок, то есть приближение к другим рукавам, не к целевому, и латентный период первого приближения к целевому отверстию. Вот это вот параметры, которые измеряются. Звук прекращается, когда животное подходит к целевому отверстию, к этому escape-ящику. Вот. Если животное не в состоянии найти в течение 3 минут, то его туда перемещает сам экспериментатор. Ну вот, как сама процедура. Животное получает 4 пробы в день, 15 минут интервальный период между пробами. И, за этот период можно протестировать 3-4 животных. Референтная память в пробе, специальной пробе на 5-й день, 24 часа спустя после последней пробы проводят специальную пробу на сохранение short-term retention, краткосрочное сохранение краткосрочной памяти. Проба таким же путем исполняется, как и другие пробы, с одним исключением. Escape-ящичка этого больше, он закрыт, туда невозможно пролезть. Животное исследует мейз, и оценивается число ошибок, заглядываний в другие отверстия, латентный период, дистанции до этого виртуального goal-бокса, до этого escape места. Проба продолжается 90 секунд. Потом проба еще раз повторяется на 12-й день, без обучения, и между 5-м и 12-м днем исследует длительную ретенцию, сохранение долгосрочной памяти. Это примеры. Вот, пожалуйста, здесь тоже некоторые примеры. Elevated plus maze, я думаю, это мы будем скоро подходить к концу. Вот этот maze используется исключительно, он очень хороший для оценки тревожного состояния. Вот как он выглядит. Это его называют приподнятый крестообразный лабиринт, то есть он приподнят от поверхности Земли и в форме креста.
2 рукава являются открытым, а 2 рукава являются закрытым. Крысы предпочитают, естественно, закрытые рукава в силу своей экологии, а в открытом пространстве, выходы в открытое пространство – это как фактически ослабление тревожности или крысы со слабой тревожностью. По количеству выходов в открытые рукава и времени проведения в открытых рукавах судят о том, насколько тревожны, более или менее тревожны крысы. Метод этот был предложен Сандра Файлс, тоже исследователь из Великобритании, которую я тоже хорошо знаю. У нее, она была долгое время главным редактором журнала Behavioral Pharmacology. Она это в 1985 году предложила такой тест, который очень активно используется сегодня для анализа тревожного поведения. Очень эффективен этот тест для оценки, для тестирования фармакологических веществ, для оценки не только тревожности, но и связанных расстройств. Для исследования препаратов ряда анксиолитического и анксиогенного действия, гормонов и также наркотических веществ. Процедура такова, что животное помещают на место пересечения в открытые и закрытые рукава по направлению к открытому рукаву. Включается видеотрекинговая система, проба продолжается в течение 5 минут, и видеотрекинговая система регистрирует число входа в открытые рукава, закрытые рукава, время проведения этих рукавов. И одновременно это регистрирует также и экспериментатор. После окончания пробы лабиринт протирается, как и любой другой, полотенцем, и готовится животное, следующее животное к очередной пробе. Это примеры пребывания в приподнятом крестообразном лабиринте. Есть еще одна методика, которую мы сегодня не будем ее разбирать, Light Duck Test, там тоже оценивают тревожность, тоже по способности животных, либо экологически они предпочитают темный отсек. Если они выходят или больше времени проводят в открытой части камеры, то, значит, они менее тревожны. Так тоже и исследуют тревожность. Я думаю, на сегодня все-таки достаточно. Я проговорил 1 час 15 минут. Так что все, если будут какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо всем за внимание. Пожалуйста. Какие-нибудь вопросы, что-то неясно, может быть, что-то добавить нужно. Может, какой-то прием, который вы используете, нужно дать какие-то разъяснения или какие-то вопросы. Вы можете, если это молодежь с нашего института, можете подойти в любое время. Если с другого, могут написать мне на почту. А так, вроде. Да? Нет? Вопросов нет? Хорошо. Еще будет одна лекция через неделю. Она будет посвящена, сегодня мы говорили в основном о методах, которые используются методах для исследования памяти центрального. А на следующей лекции мы постараемся, я постараюсь рассказать о методах, которые используют для оценки сигнальных и концептуальных характеристик, мотиваций, подкрепления. Это в следующий раз. Еще раз спасибо за внимание всем тогда.